Всем привет! Не так давно я повторил проект Наливатора от Алекса Гавера. И хотя видео набрало не так уж и много просмотров, люди начали стучаться мне на почту и писать в комментариях с просьбой о помощи, задавая вопросы по поводу сборки и проекта в целом. И тут я подумал, а что если запилить ролик по Наливатору и рассказать о всех проблемах, с которыми столкнулся лично я и все те, кто собирал данный девайс. Также отмечу, что я не гуру электроники и в частности Arduino. Поэтому не могу знать всех нюансов, особенно в частности модификации, замены железа и подгонки прошивки под него. Итак, начнем, пожалуй, с тех небольших косячков, с которыми столкнулся лично я. Первый затык, в котором виноват я сам, случился с сервоприводом. Собрав всю схему и начав тестировать ее работоспособность, я столкнулся с проблемой отсутствия реверса поворота, то есть шестеренка сервопривода вращалась только в одну сторону. Покопавшись пару часов, я узнал, что сервопривод, который мне пришел, на 360 градусов вместо 180, как необходимо. А получилось это из-за простой невнимательности и потому, что в большинстве своем приводы под 180 градусов имеют пластиковые шестерни, а на приводе под 360 стояли металлические. Хотелось, как вы понимаете, металлические. Следующий казус произошел во время прошивки, и случился он также из-за моей невнимательности. В общем, я пытался компилировать и залить прошивку без библиотек. При этом прошивка выдавала тонну ошибок и, естественно, не заливалась. Говоря о прошивке, хотел бы сразу сказать, что даже при нормальном заливе ее на плату возникают предупреждения такого вот плана. Они предупреждают о том, что некоторые данные могут быть неправильно преобразованы. При этом прошивка станет как надо и все должно работать. В остальном же лично у меня все проходило более-менее гладко. Ну как-то маловато материала для ролика, подумал я, и отправился на ветку форума с обсуждением проекта для того, чтобы выяснить, с какими еще проблемами столкнулись люди и о способах их решения. Очень часто вопрос, которым задавался, наверное, каждый, кто повторял этот проект, был: а что делать, чтобы из гусака не капали остатки жидкости? И тут на самом деле решений очень много. От установки обратного клапана, в качестве которого можно использовать клапан для аквариумов или автомобильного стеклоомывателя, до уменьшения скорости сервопривода, настроить которую можно в скетче. Проблемы наблюдались и с сервоприводом, который дергался во время движения, тем самым разбрызгивая драгоценные капли и заливая электронику. Тут ребята советовали сделать противовес, в том случае, если позволяет конструктивное исполнение. Облегчить гусак, сделав его меньше или из другого материала. Поменять силиконовую трубочку на более мягкую или же поменять сервопривод на более мощный. Также попадались и бракованные сервоприводы, которых трясло как осиновый лист на ветру. Так что не стоит отбрасывать и эту причину. Что касается силиконовых трубочек, то советовали заглянуть в медтехнику или же магазин для аквариумистов. У некоторых возникали проблемы с пайкой, наблюдалась неправильная работа разного рода глюки, ложное срабатывание, самопроизвольная перезагрузка, дублирование нажатий, тусклое свечение светодиодов и тому подобное. Причиной этому всему может быть неправильная пайка, короткое замыкание и даже кислотный флюс, который мог создавать между контактами токопроводящую среду. Тут могу посоветовать тщательно перепроверить правильность всей пайки по схеме, вплоть до все нахрен распаять и спаять заново. Если не очень дружите с паяльником, использовать термоусадочные трубочки в местах близкого расположения контактов, например, при пайке платы Arduino. Также при неправильной пайке могут наблюдаться проблемы со срабатыванием не тех светодиодов при замыкании соответствующего концевика. Лично у меня и еще у нескольких человек на форуме не работала защита от спящего режима пауэрбанка. При этом я подключал два разных пауэрбанка, и на обоих эта функция не срабатывала. Знаю, что вылечить это можно добавлением дополнительной нагрузки, но сам я не проверял и не особо представляю, куда именно и главное, какой именно резистор впаять, чтобы все было нормально. Если знаете, как это реализовать, буду рад советам в комментах. В большинстве своем множество багов и ошибок связаны с заменой некоторых комплектующих на аналоги или же совсем другие элементы. Так, например, банально заменив концевики на сенсорные аналоги, нужно вносить изменения в электрическую схему. В противном же случае при полной загрузке наливатора 4 или более рюмками кнопка через определенное количество времени перестает подавать сигнал о том, что она нажата, и сервопривод вернет гусак в начальное положение, не закончив разлив. Еще одна ошибка, которая скорее всего носит единичный характер, проявляется в том, что гусак при установке рюмки приезжает не на то место.
Решение проблемы кроется в неправильно указанных углах для каждой рюмки, или же неочередной пайки концевиков. Решить это можно, немного подкорректировав скетч вот тут или тут. И это лишь малая часть самых распространенных проблем, с которыми столкнулись люди, повторяющие проект. В остальном же трудности возникают при всевозможных модификациях наливатора, замене комплектующих и корректировке скетча, которые носят сугубо индивидуальный характер и решаются совместным мозговым штурмом. Могу сказать лишь то, что если собирать проект из заявленных комплектующих, использовать оригинальную прошивку и делать все по инструкции, можно избавить себя от множества ошибок и лишней головной боли. А главное, получить рабочую игрушку по итогу. А если есть желание послушать про полезные доработки вроде сенсорных кнопок, которые подойдут для этого проекта, замены сервопривода на шаговый двигатель, замена дисплея и получить некоторые плюшки вроде проекта корпусов для 3D принтера, подписывайтесь на канал и ожидайте новый ролик. Постараюсь не затягивать и сделать небольшое, но полезное видео. На этом у меня все, надеюсь, было полезно. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Всем пока!